Продукты, которые мне понадобятся, это 300 граммов творога, 200 граммов размягченного сливочного масла, 300 граммов муки, 1 пакетик ванильного сахара, 8 граммов у меня, 1 чайная ложка разрыхлителя и 100 граммов желтого сахара. Это для самих рогаликов, но можно взять и обычный белый сахар. Также мне понадобится 1 желток для смазывания рогаликов сверху. В миску, в которой буду замешивать тесто, выкладываю творог, слегка разомну его вилочкой и присоединяю размягченное сливочное масло. Перемешаю немного вилкой и теперь взобью блендером до однородной смеси. Она получилась кремообразной. Вот, посмотрите. Высыпаю ванилин и затем 1 чайную ложку разрыхлителя. Слегка перемешаю и начинаю добавлять просеянную муку. Сначала перемешиваю ложкой, а затем уже рукой. Замешиваю тесто. Оно получается очень мягким. Посмотрите, какое оно. Готово. Теперь заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на 1 час. Прошел 1 час. Мне понадобится немного муки и 1 желток. Достаю из холодильника тесто, снимаю пленку и делю его на 2 части. Одну часть раскатываю в круг, не тонкий, толщиной где-то 6-8 мм. И посыпаю всю поверхность круга желтым сахаром или обычным. Сделала. Теперь скалкой раскатываю сахар. Сильно не нажимаю, чтобы тесто не стало тонким. Оно и так немного раскатается, и толщина его станет где-то 5 мм. Готово. Вот видите, как получилось. Поверхность почти гладкая. Сахар весь я вкатала в тесто. Делю на 4 части и теперь каждую разрезаю еще на 3 дольки. Итого получилось у меня 12. Начинаю скатывать в рулетик с широкого конца к узкому. И выкладываю на противень, который я уже застелила бумагой для выпечки. Выложила. Сверху смазываю желтком и ставлю в предварительно разогретую духовку на температуру 180 градусов на 15 минут. Я сделала рогалики среднего размера. Если делать чуть меньше, то и пекутся они быстрее. Достаю из духовки, посмотрите, какие они красивые. Пока эта часть пеклась в духовке, я сделала рогалики со второй половины теста. Этих рогаликов получилось 15. Первый противень было 12, здесь 15. Итого 27 рогаликов. Сверху смазываю желтком и ставлю в разогретую духовку. Достаю вторую часть и выкладываю на тарелочку. Посмотрите, какие чудесные они получились. Необыкновенно нежные и мягкие, просто тают во рту. Можно печь такие рогалики и с повидлом, и с сыром. Из этого теста можно печь и пирожки, и просто булочки. Выпечка просто тает во рту. Вот я разломила 1 рогалик. Посмотрите, какой он мягкий. Очень вкусно получается. Я вам желаю приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно вам было интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я этому буду очень рада. Спасибо большое за внимание.